Привет, друзья! Давно мы с вами не виделись, давно не записывала ничего, вообще ничего, ни новых видео, ничего. И вот, наконец-то, настал момент, когда все-таки я съездила отдохнуть в это лето, хотя лето выдалось сложным, рабочим, не так, как в прошлом году. И все-таки удалось отдохнуть немножко. Я хочу поделиться с вами этими приятными моментами, как мы с подругой. Хорошо, что она всегда на уме со мной, на одной волне, так сказать. Мы поехали отдыхать в сторону Карелии, хоть это еще и Ленинградская область, но уже ближе в сторону Карелии. Поселок называется Климово, и возле этого поселка есть хутор, который называется Старая Кууса. Такие названия здесь норма, потому что вот все это когда-то было то финским, то еще чем-то, потом опять нашим, потом опять их. Достаточно историческое место на самом деле. На сайте у них, кстати, история описана. Достаточно интересно описано. Сам отель нам очень понравился на самом деле. Как я и хотела, подальше от людей, подальше от вообще людского глаза, отдохнуть, где больше природы, все живописное, красивое и так далее. Случайно, как всегда, случайно нашла в интернете, почитала отзывы, очень понравились. Собственно, видео я там вам еще расскажу. И мы двинулись в путь. Забронировать получилось очень просто. Просто забронировала, перевела небольшую сумму. И, собственно, все. Мне объяснили, как добраться. Так как добирались мы своим ходом, туда сложно достаточно добираться. Нужно было и на электричке проехать, и на машине. Но так как машины у нас нет, нам пришлось ехать на автобусе. А потом мы еще приспособились выйти, как всегда, не на той остановке, и нам пришлось еще 7 километров пешочком идти. Но так как лето и хорошая погода, и прекрасное настроение, и невероятно красивые виды, и живописно все вокруг, поэтому, собственно, мы налегке добрались пешком, и было весело, интересно. Я думаю, вам видео мое должно понравиться. Без приключений, конечно, не обошлось. Ну, как бы, а как иначе? Это же тогда не путешествие, это тогда какой-то тур. И то бывает приключения, а тут тем более своим ходом собрались. Ну, в общем, делюсь с вами своей новой поездкой, своим новым путешествием. Надеюсь, вам понравится. Также, если нравится, ставьте лайк. Если что-то хотите спросить или интересно, просто поставьте комментарий. Для меня это и важно, и приятно. Я буду видеть вашу обратную связь, что вам нравится действительно. Буду почаще выкладывать, стараться видео подобного плана. И, собственно, приятного просмотра. Оставляйте лайки, комментарии. Мне будет интересно ваше мнение по поводу нашей поездки-приключения. Попозировал. Красавчик. Спасибо. Спасибо за позинг. Налюбовавшись на потрясающего котика, мы пошли дальше, в Лендуловскую рощу. Зимой мы здесь уже были, так что видео можете посмотреть по ссылочке, как выглядит зимой именно вся эта красота. Ну а летом это, конечно, совсем другая история. Мы выбрали коротенький маршрут, чтобы прогуляться, так как перед тем, как нам нужно было ехать, у нас оставалось буквально пару часов. Мы выбрали, что поудобней. Я, как всегда, набрала ягоды по дороге и, довольная, шла, ее ела. Находится роща рядом с поселком Рощино, соответственно. Доехать там можно из Санкт-Петербурга на электричке. И мы довольные поехали, потому что нам как раз было в ту сторону. Уникальное, конечно, место. Цель заказника — сохранение старейшего в России и в Европе искусственного насаждения лиственницы сибирской. А я, как, наверное, вы уже поняли из моего канала, как раз из Сибири. Так приятно что-то свое родное увидеть. По указу Петра I в 1738 году было положено начало этой рощи, когда на месте бывшей пашни были сделаны первые посевы семян лиственницы, собранных в Архангельской губернии. И подсевы посадки продолжают постоянно. И Лендуловская роща входит в состав охраняемого ЮНЕСКО объекта исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников. Вот такое историческое красивое место.
Повторюсь, что зимой, что летом здесь очень живописно, красиво. И сюда просто приятно приехать, отдохнуть, прогуляться на свежем воздухе. Так как здесь много хвойных деревьев, свежего воздуха здесь как раз достаточно. Есть 2 вида экотропы. Мы, как всегда, выбираем самую короткую, потому что до речки назад ведет, собственно, по нашему количеству свободного времени нам достаточно было. И, собственно, люблю смотреть окружающую природу, кого мы только не встретили в пути. Такая большая красивая гусеничка. Я, конечно, остановилась понаблюдать за ней, но интересная. Также крошечная лягушка, но очень сложно было ее отследить, потому что она очень сильно шевелилась и прыгала. Ну, крошечка совсем, буквально с ноготок. И такая шустрая, что сложно отследить, куда она там отпрыгнула. Еще хотелось же показать как раз, что она маленькая. В общем, пока-пока, Лендуловская роща, мы пошли дальше. Привет! И снова мы в путешествиях и собрались в этот раз в одно очень миленькое историческое местечко, называется Старая Кууса. Раньше эта территория была Финляндии, потом России, потом опять Финляндии, теперь опять России. По отзывам мне очень понравилось, и мы решили провести пару дней в этом месте. Сейчас мы придем, мы решили идти пешком, хоть там и 7 километров идти, но нас это не пугает. Поэтому тащим с собой пешком по какому-то там странному лесу. Ох, меня какая-то паутина уже засасывает куда-то. Еще я увидела лягушку. Короче, классно. Сейчас придем, посмотрим, что это за местечко. Было потрясающе, конечно, начинать дорогу. Хочу сказать, что в жизни самое дорогое. Самое дорогое это... Можно лицом повернуться в кадр? Здравствуйте. Самое дорогое это когда у тебя подруга офигеть как тебя понимает. Шла Лариса, увидела голубику. И она говорит, я постою, а ты поешь. Вот, ну, это же дорогого стоит. Ну, начали. Пожалуйста. Сейчас как начну ягодки наяривать. А пока вы наслаждаетесь красотой, которую я наснимала в окрестности, я хотела бы чуть-чуть истории про поместье Старая Кууса, которое начинается далеко в Средневековье. 24 апреля 1348 года шведский король Магнус II, по-моему, кажется, Эриксон, у него еще такая фамилия, что ли, подарил кафедральному собору город Турку земли Кууса. И российское правление началось в Кууса вскоре после того, как русские захватили Выборг. И поместье Кууса с прилежащими землями выкупил в 1840 году колледжский советник финского происхождения Александр Масалин. Когда я выбирала, куда нам поехать и отдохнуть на пару-тройку дней, как раз выбрала именно это поместье, потому что оно достаточно далековато от города и от соседних деревень тоже. Такое, знаете, скрытое местечко. Но вот где, если не за городом, еще встретишь то гусениц больших, то крошечных лягушек, то вот таких вот жабок. Но это же потрясающе, когда видишь эту природу. Мой постоянный совет для всех абсолютно людей: выезжайте за город. Выходные проводите на свежем воздухе. Это лучший вариант, когда нужно будет расслабиться и получить удовольствие просто от того, что тебя окружает. А еще мы нашли чей-то покос. Кто не знает, это место для того, чтобы косить сено всяким там коровам и всем подряд. Как красиво. Мы в какой-то жопе. Позади нас... Я запикаю эти слова. Впереди полный... Я хочу умереть. И мы, походу, вышли не в том населенном пункте. Нам еще почти 5 километров фигачить. Меня жалит вот это вот крапива. Я хочу умереть. Но нам придется идти, у нас нет другого варианта, мы в лесу. Это просто вообще кошмар. Просто на секундочку. Я устала обходить эти лужи. Господи, помоги мне. А сначала было весело. Теперь я хочу плакать.
Пожалуйста, помогите. Как это красиво. Продолжение нашего приключения смотрите в следующем видео. Пока!